Чем больше мы снимаем в разных городах, чем больше мы делаем интервью, тем больше я понимаю, что все мы, абсолютно все, вне зависимости от географии, от возраста, достатка или сексуальной ориентации, все мы стремимся к одному – к счастью. Сколько стоит счастье в рублях? Точной абсолютной цифры, конечно, не существует. Но зато существует, например, исследование 2009 года Алекса Вуда и Криса Бойза под названием «Деньги и психическое здоровье. Цена облегчения стресса денежными компенсациями по сравнению с психотерапией». Как следует из названия, исследователи пытались найти эквивалент психотерапии в денежном выражении. Они собрали данные от 1000 человек, которые рассказали, как меняется их субъективное ощущение уровня жизни от психотерапии по сравнению с какими-то внезапными подарками судьбы, такими как денежные компенсации, повышение зарплаты или, например, выигрыш в лотерею. Так вот, оказалось, что психотерапия имеет огромный эффект. 4-месячный курс с терапевтом стоимостью всего 800 фунтов, то есть 80 тысяч рублей, ощущается как дополнительный доход в 250 тысяч фунтов, то есть 2,5 миллиона рублей. Иначе говоря, деньги, вложенные в психотерапию, самые эффективные в достижении счастья по сравнению с любыми другими деньгами, которые просто ложатся вам на счет. Я часто слышу от своих друзей, близких и даже от своего парня, что у них нет денег на психотерапию. Исследования показывают, что если у вас остаются какие-то деньги после того, как вы оплатили счета и купили еды, то самое разумное в достижении счастья – это потратить их именно на психотерапию. Нет более эффективного способа потратить эти деньги. Тем более, что сегодня, в 2021 году, у нас есть доступная и качественная психотерапия. Это психотерапия онлайн на платформе Ясно Лайф. Здесь после короткого теста алгоритмы автоматически подберут вам наиболее подходящих вам психотерапевтов. А если вам захочется как-то уточнить этот выбор, то всегда есть служба живой поддержки. Здесь все психотерапевты имеют хорошее образование и минимум 3-летний стаж практики. Здесь вы можете выбрать удобное время, когда вы хотите заниматься. Деньги списываются заранее, за 12 часов, чтобы преодолеть сопротивление. А поскольку за сутки вам напомнят про предстоящую сессию, вы ее точно не пропустите. Здесь можно купить подарочный сертификат. И это, мне кажется, идеальный подарок на ближайшие новогодние праздники своим близким. Цена сессии здесь всегда одна – 2850 рублей. А по промокоду КАРЕН вам дадут скидку 20% на первую сессию. Если все это вас не убеждает, спрошу вас так: давно ли вы получали дополнительный доход в 350 тысяч рублей в месяц? Если верить исследованию Бойза и Вуда, то каждый рубль, вложенный в психотерапию, это эквивалент 32 рублей, например, выигранных в лотерею. И если вы еженедельно занимаетесь с психотерапевтом на Ясно Лайф и тратите на это около 11,5 тысяч рублей в месяц, это действительно эквивалент 350 тысяч рублей, которые просто появились бы у вас на банковском счету. Вот и считайте. Я решил поступать в мединститут в 11 классе. До этого я был свято уверен в том, что я хочу заниматься биологией, стать специалистом в области молекулярной биологии, исследовать всякие клеточные штуковинки. Потом я понял, что на самом деле мне из биологии интересен только человек. А в тот момент как раз на меня как-то немножечко надавила моя преподавательница химии. Сказала, что биологи, мужики — это фигня, полная. А вот мужчины-врачи — это вообще супер класс. Поэтому иди-ка ты, Вова, на медицинский факультет МГУ. Собственно, я так и сделал. Мы познакомились в интернете, а я тогда жил в Томске. И он перезвонил через 15 минут
И очень быстро мы поняли, что мы можем быть друг для друга единственными. Через неделю мы встретились на групповой вечеринке и были счастливы. Я думаю, у нас это была любовь с первого взгляда. Это была любовь с первого слуха, с первого взгляда и с первого прочтения сообщения. Мы вместе целых 9,5 лет. Скоро юбилей. Первое время, когда мы переехали, мы друг другу ручкой махали. Типа пока-пока. А теперь как-то стало все валить. Все, помчался. Пока. Давай. Телефон взял? Хороший вопрос. Взял ли я? Ответ Нет. хороший ответ. Нет, ответ на самом деле. Хорошо. Едем обратно. Я родился и вырос в Ташкенте. Это Узбекистан. И 5 лет уже в статусе гражданина Российской Федерации я прожил в Новосибирске. Мы познакомились в Форнете. Я очень сильно хотел выстраивать какие-то семейные отношения. Очень долго не получалось вообще кого-то найти. Я прям уже был в таком отчаянии. Тут внезапно Денис мне пишет. У нас было свидание, наверное, 6. Где-то в середине ночи я сделал предложение, так скажем. Я правда замолк. Денис согласился. Чуть-чуть помялись. И я предложил переехать. Станция студенческая. Хорошо посмотреть на город с высоты. А вот чуть правее, чуть левее, там баржи. Там в трюме, в подвале этой баржи были дискотеки. Там были, наверное, одни из первых сумасшедших рейвов таких, где играл техно. Алло, Вань, ты? Это Дима. Господи, я не узнал богатым молодым. Очень надеюсь, очень. Слушаю. Скажи, пожалуйста, ты на следующей неделе когда готов работать и готов ли? Уже в 14 или в 15 я ходил в новосибирские гей-клубы. Первое тире, когда удобно. Я работал go-go. Я не знаю, кто мог оплачивать и вообще желать эту шпалу. До того, как я попал в гей-клуб, и вообще до того, как я попал в гей-комьюнити, в свои там 14-15 лет, я был настолько зашоренным, зашуганным, провинциальным. Я жил на окраине города. Такой затюканный, забитый школьник. А вот в этой среде я вдруг раскрылся. 10-11 классы я заканчивал абсолютным отличником. Мы на 2 недели на ближайший график распишем. Где-то лет в 16 я решил, что надо ехать на разведку, потому что пора переезжать. Полетели в Москву и отправились в ночной клуб, назывался «Три обезьяны». Известные нам артистки спели половину гримерки. Умудрились мы познакомиться с владельцем клуба. Ребята постоянно тыкали пальцем в разных красивых, накачанных парней и говорили: приведи этого, приведи того. Ты где там? К сердцу стучало. Так, я тоже хочу забирать красивых мужчин. Погнулся штырь, на котором, собственно, все это крепится. Возможно, это тоже как-то повлияло на мою дальнейшую деятельность, что я в тот момент решил открывать гей-клуб в Новосибирске. Ну вот этот. Просто он ближе, еще сильнее подогнулся. Огромный промежуток моей жизни не было просто никакой информации не только о трансгендерах, но и, в принципе, об ЛГБТ-сообществе. Как только я стала это изучать, я как-то стала приходить к самой себе. Признать, допустим, что я трансгендер, это было супер тяжело. Инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. В первых универах было сложно, потому что я еще сама находилась в поиске. И поэтому достигнуть какого-то понимания было сложно. Когда я пришла вот сейчас
туда, где я учусь, я встретила реально супер принятие со стороны ребят. Учусь писать музыку, занимаюсь саунд-продюсированием, учусь саунд-дизайну, делаю музыку и озвучку игр. Я привык вот изображать себя кого-то. Какого-то Дмитрия, Диму, Димана, Димона. Ну, я примерно понимал, что я гей. Была внутренняя гомофобия, которая мне не позволяла это признать. Я воспитан был в гомофобной среде, где это противно, это недопустимо. Я ищу красоту. Вот в этом лупке, я в этих цветочках, всяких узорчиках, я ее нашел, мне кажется. Ну, и каждый раз в лупке я рисую себя там в роли актива, в роли пассива, там, в роли просто какого-то такого мальчика, который моет себя. Все время хочется как-то встроиться в эту культуру. Была царская цензура, которая уничтожала ряд лупков на разные темы. И на тему секса. Значит, вот такое, вот это точно интересно, что Ну и мои лупки — это такое желание показать своим братьям, что у нас есть своя история. Мы создаем одежду для различных партий, скажем так, группового направления. Фетиш он достаточно большой, есть разные направления. Мы не тяжелый фетиш и не совсем такие трусильная компания. Вот есть категория людей, которые, например, любят латекс и неопрен. Им нравится ощущение сдавленности, ощущение, что вот они мокрые, как в аквариумах ходят в этих латексных костюмах. В компанию «Маску» попал 4 года назад. Артем мне сказал, мы так быстро развиваемся, что нам нужны дополнительные силы в плане креатива. Я являюсь квир-человеком, скажем так. Все равно какие-то ценности и коды я считываю с аудитории. То есть я могу оценить, да, то, что для меня привлекательно на мужчине, а что не привлекательно, да. Ну, действительно, я думаю, осознание было именно с детского сада уже. Но мне было всегда как-то пофиг, кто что думает. Я был белой вороной всегда. Видимо, за это меня и не любили, за это я часто получал. Я сделала камин-аут в университете. Это была пара по риторике на первом курсе. Я сделала выступление на тему ЛГБТ в России. Один из вопросов, почему ты выбрала эту тему, я сказала, ну, потому что я лесбиянка, меня это интересует. Сейчас я учусь на специальности учитель истории и обществознания. Мне нравится преподавательская деятельность именно как возможность научить кого-то чему-то. Я не боюсь быть открытой лесбиянкой в российском образовании, работать в школе и вот это все. Если меня уволят, потому что я квир-человек, они потеряют хорошего учителя. И я найду такое место, где никого не будет это волновать. А шанс того, что мои ученики, видя какую-то другую репрезентацию учителя, получат поддержку от моего присутствия в школе, ну, почти 100%.
Но я пришла, сразу увидела Гришу. Он мне показался очень мрачным. Человека, у которого свои какие-то многоступенчатые там какие-то раздумья, у него свой какой-то мир. Но мне всегда такие люди на самом деле привлекали. Мои родители узнали о моей трансгендерности. На самом деле мы уже тогда с Сашей встречались. Машина, я боюсь. И я им сказала, что Саша не парень, Саша девушка. Они начали сразу говорить, что бросай, зачем тебе это? И я говорю, ну, как бы ваш ребенок уже 7 лет трансгендер, так-то. Без понятия, что. Это неприятный такой разговор был, в котором мне дали ясно понять, что с этим моя мать мириться не готова. У меня как бы в принципе не было никогда супер негативных отношений с родителями. Я уже им давно сказала, что я как бы встречаюсь с парнями, а тут как бы этот разговор был сложнее. Они тоже думали, что это навязано там Гришей, кем-то еще, что это какая-то субкультура. Сейчас, по прошествии нескольких лет, когда я уже на гормональной терапии, когда я сменила документы, то есть они приняли. Тупо навакины, короче. Двойная жизнь — это не очень. Родители думают, что я в общаге живу один. Естественно, я живу не один и не в общаге. Постоянно боишься какого-то неудобного вопроса. Например, что готовил на ужин сегодня? Мы готовили вместе мясо по-французски, но ты не можешь этого сказать, потому что ты живешь в общаге. И ты говоришь, да, макароны варю. И я кладу трубку, понимаю то, что я только что наврал. И мне в тот момент прям стало очень грустно от того, что я не просто веду двойную жизнь, я еще как-то предаю сам себя и свою семью. Ну и вот, я звоню маме, говорю, я заеду. Она мне позвонила, типа, что случилось? Узнаете потом. Вы нас это обрадует или нет? Я говорю, ну, не знаю. Скорее нет, чем да. Следующая остановка — Сети. Они с папой, естественно, это обсудили. Что же он такое расскажет? А может быть, мы зря переживаем, он просто написал песню и хочет с нами поделиться. Папа сказал такую фразу вот в этом разговоре. Если мой сын скажет, что он гей, моя жизнь разделится на до и после. Я захожу домой, мама мне спросила, мне выпить валерьянки? Наверное, на фоне заброшки, наоборот. Что-то внутри нее перевернулось, очевидно. И когда мама позвонила папе, она начала, собственно, с того, что все хорошо, никто не умер, но твоя жизнь разделится на до и после. Потом она начала задавать вопросы, а как зовут? Покажи фотографию. Кем работает? Сколько лет? Нифига какое секси. Нужна рыбочка. Ну и постепенно мы пришли к тому, что мама спокойно приходит к нам в гости. Мы с ней пьем чай. Абсолютно без каких-то стеснений. Я влюбилась первый раз в 12 лет в девушку. Я стала приходить к ней на перемене, и мальчики потом начали нас как-то дразнить, не знаю, как-то пытаться поговорить с нами. Какую-то кнопку. Что с нами что-то не в порядке. И я была очень удивлена. Эти мальчики мне показали, что это что-то плохое. Мне было все равно.
У меня была тяжелая депрессия. Я резала себя. Я хотела даже поступить в медицинский университет, чтобы точно наверняка знать, как можно себя 100% и наименее безболезненно убить. Ну, потом я вот полечилась в психиатрической больнице. Сейчас я думаю, что это лучшее время в моей жизни. Лучше, чем вот последние 10 лет, что я помню. Это реально звенящая пустота. У меня был партнер, с которым мы периодически встречались для секса. Он мне написал, мол, нам нужно встретиться, поговорить. Приветик, такая история, у меня обнаружили ВИЧ. Но тебе нужно провериться, потому что у нас секс был незащищенный. Дошел до лаборатории, сдал, медсестра говорит, если вам тест придет сегодня, значит, у вас все супер. Если тест задержится, ну, значит, он отправлен на перепроверку. Эта перепроверка занимает 10 дней. Вау, 19 октября, мой день рождения. Здравствуйте, вас беспокоит лаборатория. Вот, в общем, пришел ваш результатик, вы бы не хотели его забрать? Ну, как бы, я бы, конечно, хотел, но я указывал, что я его жду у себя на почте. Сейчас, подождите, я уточню. Аллочка, мы вообще такое присылаем на почту. Вам нужно будет подойти и забрать этот результат самостоятельно. Он вам пришел в конверте, мы его не вскрывали. Я провалился абсолютно. И вот из этого вакуума отголоска. Ну а что, мы праздновать-то будем? Ты еще будешь, да, ну ты голодный, добери. Я говорю, да, конечно. Ко. Класс, празднуем. А это вот я вообще такой дурацкий, 19-летний и уже с ВИЧ-статусом. Как так вообще возможно? Это же ведь вообще только там всякие старые геи этим болеют. В общем, вот эта вот вся мешанина очень сильно мешала жить. Штучки 4 сделаем с собой. Какое-то время назад я начал делать такие вещи, которые мне приносят удовольствие. Это обретение смысла жизни после кризиса среднего возраста. И я полезен сообществу, я надеюсь. МСМ-клуб мы придумали с моим парнем примерно 4 года назад. На тот момент мы увлекались сетевым маркетингом. Продавали диетическое питание. И вот спустя какое-то время с нами познакомились ребята, которые занимаются ВИЧ-профилактикой. Они говорили, давайте вы будете продавать не продукты, а идеи. Например, идея о том, что каждый гей мог бы тестироваться 2 раза в год, 4 раза в год. Пятый вопрос. Кого из этих людей называют отцом истории? Вариант А. Гомера, Б. Геродота, В. Перикла, Г. Соломона. Гомера. Геродота. Я думаю, Геродота. Пивосян-то будем брать? Да. Я сегодня сколымил нам на пивосян, так что можно позволить себе. Отлично. Мы исповедуем какие-то одинаковые ценности. А любовь, она не в том, кто кому верен, а в том, на кого ты тратишь свое время, эмоции и какие планы ты простраиваешь с конкретным человеком. Секс на стороне называется аэробные нагрузки. Высокие аэробные нагрузки. Мне кажется, ревность — это какая-то боязнь потерять человека. Но потерять его вот на этой почве я не боюсь. Пусть пробует дегустировать кого угодно. Мы просто с другом
шили дома костюмы, замутили какие-то одежды и ходили по улице. И с помощью гей-радара, он такой высокий блондин, я высокий брюнет, мы ходили просто с кучей пригласительных по городу и просто смотрели на парней. Кто реагировал, того приглашали. Давай еще про срач в гримерке. Давайте сразу договоримся о штрафе, чтобы потом не ругаться. Смену бесплатно отрабатывают. Из Томска привозили манерных мальчиков, которые соглашались быть первыми травести. У кого-то пол, у кого-то Так наоборот. мне сказали, я монашка, я закрываю ноги, теперь все шью только в пол. Даже бывало такие ситуации, когда приходилось оплачивать ряженых ментов в бобике. Они просто сидели возле входа, чтобы люди видели, что у нас есть официальная государственная охрана. Женя, кстати, когда уборщица приходит в среду, ты, пожалуйста, говори, чтобы она туалет мыла лучше, потому что вонь-то сумасшедшая стоит там постоянно. Когда-то мне казалось, что я строил комьюнити, развивал гей-сообщество, а потом у меня пришло такое разочарование. Никакого желания, если честно, ничего делать. А друзья уговаривают, что надо делать 15-летие. Сейчас геи стыдятся быть причастным к гей-сообществу, ходить в гей-клубы. Все боятся быть к этому причастными. Да, я устал, безусловно устал. И я, безусловно, уже не получаю такого кайфа, потому что мой кайф — это, конечно, фидбэк. Понятно, Симона, понятно, как вот директорами становятся? Понятно? Я немного подзабился. Допустим, есть гей-клуб, туда ты можешь прийти, там ты можешь побыть с собой, и за его пределами как минимум опасно. Мне не принципиально, чтобы кто-то знал, в принципе. Но если кто-то спросит, я тоже отвечу. На новогодний корпоратив нам сказали, что можно приходить с женами. Я такой, окей, я приведу друга. И директор говорит, маленький коллектив, и люди, возможно, не готовы. Я организовал этот новогодний корпоратив, и мне было очень мерзко. Я прям горел. Я провел основную часть с конкурсами и сказал, все, удачи, хорошего Нового года, я поехал. Новосибирск многогранный. Здесь есть своя ЛГБТ-движуха, которая не ныкается, как я. У меня очень четкое осознание своей чуждости всему, что здесь творится. И вообще я давно живу с осознанием, что я такой потенциальный иммигрант, просто я жду вариантов каких-то. Единорог. Ты мне приснился безголовым, но я узнал по форме тела, по жилам и по коже белой, что это ты вне сна условный, во сне всецелый. Мы с ним познакомились где-то месяца 2 назад. Переписываемся каждый день, созваниваемся. Я увидел фотографии, и этот взгляд просто какой-то очень добрый и лучистый, и все как-то понял. Ну, понятное дело, что он не будет переезжать ко мне в Россию. Честно говоря, мечта такая, чтобы мы гуляли вместе, там, не заботились о том, как на нас посмотрят, что скажут. Милые мещанские вещи. Обожаю Новосибирск. Здесь можно развернуться и заработать реально деньги, потому что Новосибирск для меня то место, где реально свободно работать. Когда мы открывали летнюю веранду, я даже не переживал за то, что кто-то кого-то будет бить, колотить. Мне кажется, что настолько было круто вообще. Когда понимаешь, что на этих сиськах все коктейли бара были вчера. В первый день, конечно, было всех «мама, не горюй». Это такой адреналин в крови гуляет. Машины останавливаются, сигналить начинают. Был один момент, который напряг всех. Огромный джип
припарковался возле Элтона. А чё тишина? Мы начали программу. Стекла затонированы со всех сторон. Опустилась вот это вот. Я когда увидел что там сидит, мне реально стало страшно. Потому что там сидели вот такие вот морды, которые вот так вот за всем этим наблюдали. Но это они вот очень позитивно. очень позитивно настроен народ был, да. Расскажи, когда про нас статью написали, про которые трахаются в кустах. На МГС вышла статья. В центре Новосибирска переодетые мужики трясут голыми сиськами. И фотография Ольги Леонидовны почему-то там была. Очень странно, потому что голыми сиськами Ольга Леонидовна никогда не трясет. Да танец. Я ставил установщик энцефалитных клещ. Один раз в год. В 2011 году ставили там сказку, и у меня не было костюма. Приехал домой к маме, говорю, давай что-нибудь мутить. Мама открыла интернет. Зашла на сайт секс-шопа. Какие-то мы там тряпки нашли в чемодане у бабушки. Если бы не мама, не было бы Ольги Леонидовны. У меня мама, это что? Это же мой кореш, самый главный. Значит, берем, кисть номер его знает. И если вы стесняетесь излишеств вот здесь, то как бы берем и так вот и возюкаем, пока не почернеет. Я считаю, что у нас самый сильный коллектив в Новосибирске собран именно у нас в Элтон Бар. Здесь другое отношение к артисту. Просто потому, что сам Денис переодевается в артиста. Как бы им бесплатно наливают, там, их бесплатно кормят, им даже дается возможность как-то реализоваться, ну, какие-то там, грубо говоря, вот, подготовить номера. Мне кажется, это вообще у нас сейчас гей-ренессанс. После того, наверное, как вышел вот этот закон о гей-пропаганде, люди боялись открывать такие заведения. А сейчас пошла какая-то волна, когда вот много где открываются новые гей-клубы. У меня бы, наверное, совсем кукуха полетела, если бы я это держал в себе. Благодаря моим друзьям, в первую очередь, которые реально, там, не знаю, первый месяц были постоянно со мной, я уже как-то достаточно хорошо свыкся со своим ВИЧ-позитивным статусом. Всем, кому посчитал на тот момент нужным, об этом рассказал. Как думаешь, сколько можно полноценно жить? Да, наверное, так же, как и без ВИЧ, если, соответственно, лечиться. Но как некоторые утверждают... Это в том числе был очень хороший тест на адекватность и преданность. И меня, безусловно, порадовало то, что все друзья его прошли. И я посчитал, что если я такой классненький расскажу об этом с открытым лицом, то людям станет, возможно, немножко понятнее, что ВИЧ — это история, которая может коснуться абсолютно любого человека. Снимайте во все маски. Родителей супер волновала медицинская часть. Они боялись, что это приведет к проблемам со здоровьем. СНИЛС пока тоже только старый, его не хотят еще менять. А если я через год передумаю? И уже будут какие-то необратимые последствия. Они боялись в основном вот этого, наверное. Но сейчас я в этом уверена. И как бы страдать эти 20 лет просто потому, что я могу передумать, я не готова. Где галочки, подпись, пожалуйста. Свидетельство ваше, оно будет действовать до 7 июля. О готовности полиса будет оповещение на электронную почту. Как получите, можете приходить, забирать. Вероятнее, что я за эти 10 лет, живя не в своем теле, впаду в депрессию, доведу себя до суицида или не знаю, что со мной будет. Но это в любом случае не похоже на счастливую какую-то жизнь. Сможешь? Да я надеюсь.
А дай полотенчик. Я влюбилась в то, что Настя, помимо того, что она умная и красивая, еще и очень добрая. Она всегда с заботой ко мне относилась. И я чувствовала от нее, сразу уют. Да. Бывала я в этих ваших клубах, знаете, мне не понравилось, вообще-то говоря. Даша очень нарядно приходила на наши встречи, я смущалась, потому что я никогда не выглядела так нарядно на наших встречах. И у нее очень хорошее чувство юмора, и она смеялась над моими шутками тоже. Вот-вот. Не ходите нифига по клубам, даже не знаете, куда блестки мажут современные девушки. У них очень теплые взаимоотношения. Мне очень нравится, как они какие-то вопросы решают. А ты какими? Ты вот этими? Да. Золотыми? А ты какими? Розовыми? Дочь у меня немножко сложноватая. А Настя как-то вот нашла к ней какой-то ключик, подход. У меня уже сейчас такое ощущение, что она с нами всегда была, и вот она и есть. Когда Даша сообщила о том, что она лесбиянка, это произошло у психолога, и у меня первое впечатление был стопор. В плане того, что у меня начались сразу тревоги, где она встретит вот ту единственную девушку, да, с которой вот можно построить отношения. Очень красиво. Может быть, еще какие-нибудь? Как хочешь. Я стала смотреть, что друзья к ней хорошо относятся. Для них это не является тоже каким-то, или фу. Меньше стала тревожиться о том, что кто-то на нее там как-то не так посмотрит или еще что-то. Да, Даша, нам как в театре надо. А что вам надо как в театре? Чтоб не курили, максимум бокал вина был в буфете. А тем людям, кто не принимает, я бы посоветовала больше смотреть на себя, с принятием работать, ходить к психологам. Мы скоро вернемся. Если я не принимаю, да, что-то, то это моя проблема. Это не проблема моей дочери или там моего сына или еще какого-то другого человека, что он какой-то не такой, как я, например. Ну, это абсурд. Тут еще такой красный цвет. Бывают люди очень странные. Давай так. Могут подойти и спросить. Подойди ближе к лампе. Ты кто? Ты китаец, что ли? Аригато мне как-то сказали. Ну так, ха-ха-ха, на меня смотрят, такие аригато. Бывает такое, что говорят нихао. Это по-китайски здравствуйте. Проходят какие-нибудь пьяные утырки и кричат Аллах Акбар, хотя они мусульмане. Это скорее не то, чтобы дискриминация, это просто люди у нас не все образованные. Сделали контент. Мы бы хотели уехать не из Новосибирска, а из России. Сейчас, например, я работаю на работе, плачу налоги, что имеем? Ничего. Ну, то есть это не только геи ничего не имеют, а в принципе люди ничего не имеют. Ну, я бы предпочел место такое, чтобы оно было спокойное. Поедем? Просто чтобы, все любили друг друга. Давай в автобусе возьмемся. Ты такая красивая. Ты красивая нарядная бупа. Нарядная бупа? Ну, мы ходим за руку и целуемся на улице, открыто, в транспорте, везде. Просто потому что мы любим друг друга. Не готова. Не готова. Мне абсолютно все равно, кто там что думает. Вот. Побьют. Когда я нахожусь с Настей, я чувствую от нее так много безопасности. Я думаю только о том, как сильно она мне нравится. И я не думаю, что будет, если я возьму ее за руку. Зачем? Если мы не будем жить сейчас, как будто мы в Европе, то мы вряд ли доживем до этой Европы.
Плюс Новосибирск когда-то попал в рейтинг как второй самый толерантный город в России, поэтому мы такие, ну, нормально. Некоторые социологи называют Новосибирск Сибирской Америкой. Интересный микс людей, историй. Все люди откуда-то приехавшие, все новое легко воспринимается. Новосибирск дал России кириешки, S7 Airlines. Такая плодородная почва для новых идей, каких-то свобод. Что касается моей любви к моему городу, это моя мучительная боль какая-то. Всю свою жизнь я задаюсь вопросом, что я здесь делаю. Я хочу уехать отсюда, но каждый раз, уезжая, я просто умираю, как я хочу вернуться. Я хочу ехать за рубеж, делать PhD. И я сразу понимал, что Новосибирск — это трамплин. Спасибо вашему дому, пойдем к другому. Старость — это не про увядание кожи, а про отсутствие блеска в глазах. Откуда эти постоянные слезы, что там где-то за горизонтом лучше? Лучше ровно здесь, где ты просыпаешься каждое утро.